С начала недели у нас успел начаться и полностью закончиться новый раунд гарантированного перемирия России с Украиной. Сначала президент Трамп созванивался с Путиным на 2 часа. Следом объявил о скорой встрече с ним в Будапеште. Снова как-то нелюбезно поговорил с президентом Зеленским, и мы будто все откатились даже не в август, а куда-то в март. Но буквально часов на 48 всего. Потом, едва созвонились госсекретарь Рубио и министр Лавров, тут же оказалось, никто никуда не летит. Зря европейцы переживали об очередном позорище, но теперь в центре Европы. Трамп сказал, что, мол, не собирается тратить время на бессмысленную встречу и ввел очень серьезные санкции против Роснефти, Лукойла и вороха их дочерних компаний. Единственное отличие этого сезона от предыдущих в том, что тот цикл, который мы видели уже как минимум 4-жды, теперь занял не 3 недели бессмысленных и утомительных разговоров, а несколько дней. В связи с чем интересно поговорить о феномене, который каждый такой цикл преследует. Вроде бы каждый раз все одинаково, с одними и теми же словами, обещаниями, действующими лицами. Но всякий раз кажется, будто во всех углах интернета сидят те, кто спустя 28 лет с премьеры все еще готов изумляться тому, что «Титаник» у Кэмерона таки утонет. Ну, право слово. Сам формат встречи в центре Европы, даже чисто логистический, в этот раз выглядел как минимум вилами по воде писаным. Но все равно пошли рассуждения, как он приблизит конец войны. Поговорим сегодня обо всем этом подробно. Перед тем, как начнем, если у вас тормозит YouTube, WhatsApp или Telegram, не звонит или вообще не работает, в описании ссылка со способами обхода блокировок. Мы регулярно их актуализируем, а спонсирует эту рубрику MaxSwap. Они выпускают виртуальные карты, с которыми вы можете платить криптой, как обычными деньгами. Ссылка на MaxSwap в описании. Мы хорошо понимаем. Люди готовы хвататься за любую новость о потеплении отношений Путина и Трампа, о том, что возник новый шанс на мирные переговоры. Понимаем мы это по вполне объективной метрике. Как только такие мутные новости начинают появляться, российский фондовый рынок тут же начинает расти. Не существует более явного соцопроса, чем голосование деньгами. Люди настолько хотят окончания безумия, которое скоро уже на 5-й год пойдет, что готовы ставить свои деньги даже не на расплывчатые обещания, а на собственные представления об этих обещаниях. Давайте объективно посмотрим на минувший год. На период с 10 января, когда Дональд Трамп вступил в должность, а скорее даже с ноября 24-го, когда Трамп выиграл выборы и стало понятно, что в должность он вступит. Посмотрим на это время, удерживая в голове ключевой факт. В этой войне участвуют Россия и Украина. Они тут субъекты. Участие всех остальных сторон происходит постольку-поскольку. Евросоюз помогает деньгами и оружием Украине, Северная Корея солдатами и снарядами России, но никто из союзников не принимает никаких решений о будущем войны. Страны НАТО ни в каком виде не участвуют в боях. Никакая Америка не может перестать воевать в войне, в которой не воюет. Не Байден начал войну, даже хуже. Война началась не потому, что Байден сидел в Белом доме. Ни от личности жителя Белого дома, ни от его желания будущее войны не зависит. Украина – субъект войны, конечно, но от нее тоже мало что зависит. Она страна обороняющаяся. Стоит ей перестать обороняться, Путин дойдет до границы с Польшей. Одностороннее прекращение войны Украиной – это капитуляция с прекращением существования. Не существует такого рубежа, где Путин остановится, если там нет окопов, пушек и дронов. Единственный человек, который может положить конец войне – это Путин. Из персонажей этой кровавой пьесы нас может интересовать только он. Давать нам какую-то надежду могут только изменения в его позиции. Потому что все остальные – просто заложники ситуации. Позиция Путина с осени прошлого года, с момента избрания Трампа, не менялась. Почему сорвалась встреча в Будапеште? Потому что Лавров в разговоре с Рубио повторил слово в слово то, что Путин раз за разом говорит публично. Война продолжится до устранения первопричин конфликта. В реальности же, даже самые отбитые зет-авторы вынуждены сквозь зубы признавать, что никто этих первопричин не знает. И речь здесь не идет о неприемлемых условиях переговоров. Речь о том, что вообще нет предмета разговора. Возвращаясь к истокам, в феврале 2022 года Путин ни единого слова не сказал, что причиной войны является желание получить контроль над конкретной посадкой, коровником или райцентром в Донецкой области, или даже над любым вообще городом или столицей Украины. Он не произносил слов «Запорожье» или «Херсон». Он говорил, что Украину создал Ленин, который умер 101 год назад и стороной переговоров быть не может. Равно как и все прочие персонажи, начиная с Рюрика, которого Путин без конца поминает. Они не могут быть приглашены за стол переговоров ни как сторона, ни как арбитры.
не как свидетели. Потому что по оценке одних историков, некоторые из них умерли сильно больше 1000 лет назад, а по оценке других вообще никогда не существовали. Первопричины войны по Путину заложены аж в разборках славянских племен и наемниках скандинавов-головорезов, от которых не осталось ничего, кроме полулегендарных упоминаний в повести временных лет. Ее, кстати, написали спустя 2,5 века после событий. И дошла она до нас еще и в переписанном виде. Война по Путину основана на событиях, которые с какой-то вероятностью, может быть, происходили за половину тысячелетия до того, как на части территории нынешней России и Украины возникло вообще хоть какое-то подобие государственности. За 1000 лет до того, как человечество додумалось до понятий народ и национальность. И дело даже не в том, что разговоры о Хрущеве, о передаче Украине Крыма и далее вглубь веков смехотворны. Не в том, что тошно слушать очередное изложение советской школьной программы вперемешку с фильмами Эйзенштейна. Дело в том, что эти разговоры ни к чему не ведут. Первопричины, заложенные 70, 100, 1000 лет назад, не подлежат устранению. Невозможно договориться, когда одна из сторон разглагольствует о сплошных абстракциях и сворачивает беседу, едва речь заходит об объектах нынешнего физического мира. То есть Путина спрашивают: ты, мол, хочешь признание реалий на земле, заморозки по линии фронта? А он не хочет. Хочешь поменять одно на другое? Славянск с Краматорском, на Херсон и Запорожье. Еще что-то на что-то. Оппонент не хочет. Хочешь, Зеленский подпишет бумагу? Зуб даю, в НАТО не ногой. Не хочет. Откажись от ударов по нашим электростанциям, а мы не будем стрелять по твоим НПЗ. Хочешь? Не хочет. Хочешь, санкции снимем? Пусть твои черти снова на Лазурный берег вернутся. Не хочет. А может, хочешь исконно русские территории вернуть? Тогда Херсон и Запорожье исконно русские, а Харьков, Одесса и Киев исконно китайские, что ли? Ведь ты их вроде бы как не хочешь и ни в какую конституцию не записывал. А может, ты хочешь Российскую империю реставрировать? Ну тогда почему 4 области Украины, востока Украины — это Российская империя, а все остальное нет? Совсем непонятно. Севастополь основали русские, как и, между прочим, Петропавловск в Северном Казахстане. Не получается империи. Разговор в устах Путина настолько не связан с реальным миром, что невозможно понять не только на какие уступки он может пойти, но даже как он представляет себе победу. Как выглядит карта России в желаемых Путиным границах. Если бы Путин сказал: хочу, мол, Российскую империю в границах 1900 года, это было бы безумием полным, предполагающим войну по всей длине российской границы, со всеми соседями, включая Китай. Но даже такая постановка вопроса – это какая-то была бы отправная точка для торгов и переговоров. Но и ее нет. Так что же есть-то? Что же получается? Сейчас поговорим об этом. Сначала небольшая реклама. Есть шутка: жизнь в России – это игра с повышенным уровнем сложности. И есть в ней доля правды. Нормальный интернет только с VPN. Чтобы поехать за рубеж, нужно пройти целый квест с оформлением виз и выбором маршрута. Чтобы расплатиться за границей, нужна карта иностранного банка, иногда несколько, ведь виртуальные карты не всегда подходят для оплаты. А именной пластик получить самостоятельно, без местного ВНЖ, очень сложно, дорого и долго. Чтобы все получилось, можно обратиться к специалистам, которые сотрудничают с проверенными банками и предложат сразу несколько решений под ваш запрос, от недорогих карт с бесплатным обслуживанием до премиальных счетов с открытием ИП. Такие специалисты работают в компании Skyzit. Они оформляют карты и счета в банках ближнего зарубежья – Казахстана, Грузии и других стран. Компания давно на рынке и уже помогла более чем 15 тысячам клиентов. Карты оформляются официально и удаленно. Именной пластик доставляют к вашей двери. Нам тоже такие выпустили, мне и еще нескольким сотрудникам редакции. Мы карты протестировали в разных странах, все работает. Плюсы подобных карт – это приложение на русском языке, возможность пополнять переводом с российских карт прямо со счета в Сбере или в Т-банке. Курс валют при этом близок к курсу ЦБ, лишних конвертаций не будет. Сможете, как и раньше, пользоваться за рубежом различными Pay-системами, снимать наличные где угодно, оплачивать иностранные сервисы, бронировать авиабилеты, автомобили и отели. А еще у вас появится страховка путешественника, станут доступны ускоренные проходы в бизнес-залы в аэропорту. Оформить себе карту вы можете в удобном Telegram-боте или через менеджера. Вам понадобится только загранпаспорт любой страны или внутренний паспорт России. Поддержка сопроводит вас на всех этапах, от заявки в банк до первой аренды автомобиля. Обращаться к ним можно по любым вопросам.
И все это без серых схем и по доступным ценам. У SkyZet даже есть рассрочка с первым платежом через месяц. По промокоду CATS будет скидка от 5 до 15 тысяч рублей. Переходите по ссылке в описании, активируйте скидку и верните себе привычный комфорт в путешествиях вместе со SkyZet. Спасибо, что смотрите рекламу. Она позволяет каналу оставаться независимым. Продолжим. Если мы возьмем не бессмысленные пересказы слов не самых влиятельных людей, типа Владимира Мединского или Кирилла Дмитриева, не галлюцинации, которые раз за разом приходят к Стиву Уиткуфу, не методички пропаганды, которые меняются трижды в течение светового дня, не всю эту херню, от которой уже тошно, где пересказы слухов от сомнительных источников накладываются на собственные фантазии журналистов. Если мы послушаем то, что говорит сам Путин, что говорят люди с реальным статусом, например, министр иностранных дел Лавров, а не отставные инвестбанкиры, то мы заметим, позиция по устранению абстрактных первопричин войны не менялась никогда. Никогда Путин не говорил ни слова о том, что готов остановиться на 4 областях, которые уже вписал в Конституцию. Мы сейчас даже не обсуждаем тот очевидный факт, что никто ему Запорожье и Херсон не отдаст. Мы говорим только о том, что и предложения такого не было. Включение в Российскую Конституцию 4 украинских областей никакого отношения к переговорам вообще не имеет и не ограничивает пределы путинских амбиций. Это в чистом виде пиар-акция осени 22 года, призванная заслонить собой серию унизительных поражений, которая началась с отступления от Киева, а закончилась обрушением фронта и бегством из Харьковской области. К сожалению, наша Конституция полна ошметков пиар-акций, о которых все давно забыли. Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области там на тех же правах, что союз мужчины с женщиной и государствообразующий народ. Многие люди, склонные выдавать желаемое за действительное, говорят: а вот если бы Украина согласилась, а вот если бы пошла на уступки, отдала бы Донецкую область, то война бы закончилась. Постепенно у кого-то такие вопросы даже трансформируются в идею, что это Украина в войне и виновата, ведь мешает ее завершению. Проблема в следующем. Даже если мы представим себе правительство Украины, которое готово подписать что угодно и немедленно выйти в окно, пойти на все условия, не считаясь с реальной ситуацией на фронте и последствиями. Даже если так, то все равно совершенно неясно, что они должны подписать-то и на что они должны пойти. Причем такое положение дел не менялось никогда. Эпоха Байдена от эпохи Трампа во всех отношениях отличается примерно как кусок пиццы от бензопилы. Но не в смысле какой-то перемены в позиции Путина. Та, какой была, такой и осталась. Как не предполагалось с переговоров, так и не стало предполагать. Если вы включите любое рандомное выступление Путина осени 23-го и сравните его с осенью 25-го, то не обнаружите никакой разницы, будто власть в Америке и не менялась. Откуда же тогда берется всякий раз надежда, которая у некоторых превращается в нескрываемое раздражение Украиной, хотя еще недавно эти же люди совершенно не заблуждались в том, кто эту войну начал и по чьей злой воле она идет? Почему мода на базированность так лихо захватывает эмиграцию, в том числе ярких политических спикеров? Ведь это тот случай, когда никого нельзя заподозрить в работе на Кремль и вообще в поиске какой-то выгоды. Когда Юлия Латынина или Михаил Светов или множество других менее заметных спикеров все серьезнее транслируют путинскую позицию, когда повторяют методички пропаганды, это не может им принести никакой пользы. Ведь пока Путин у власти, они не вернутся в Россию. Никто не снимет иноагентство с Латыниной. Никто не закроет уголовное дело против Светова и не уберет его из розыска. Нет у нашего режима никакого института покаяния и прощения для врагов народа. Штатных пропагандистов в 5 раз больше, чем надо. Они друг друга жрут по мере дележа ограниченных ресурсов. Еще 10 раз по столько же стоят в очереди, готовые писать и говорить что угодно, хоть за зарплату курьера. Раскаявшиеся грешники в нашей системе давно не нужны. Были вегетарианские времена, когда в такое играли, когда любили разочарованных либералов, когда можно было из штаба Навального или с эфира «Дождя» переехать прямо на Russia Today. Но с началом войны никому такие сложности не в кассу. Все стало проще и грубее. Если шкурным мотивом такое изменение взглядов не объясняется, то чем объясняется? Как ни странно, неадекватный оптимизм порождается безысходностью. Люди готовы поверить в самые невероятные байки, а потом еще их в своей голове докрутить до прочного мира, возможного уже завтра. Безысходностью
порожден и постепенный переток сознания на точку зрения российской пропаганды. Политизированная публика, как мы с вами, и те, кто уехал, и те, кто в России, кто потребляет и производит политический контент, участвует в дискуссиях, это люди особенные, с шилом в одном месте, которым интересно, что происходит за пределами их квартиры, работы и дороги между ними. Информированность, политическая вовлеченность неизбежно порождает у людей желание что-то делать. Влиять на происходящее, как-то исправлять, если это объективно плохо. Чем уже в России было пространство возможностей для политического участия, тем сильнее потребность людей участвовать. На нашей избирательной кампании в Москву и Питер приезжали помогать, работать, собирать подписи люди со всей страны. Донатили со всей страны. У нас всегда были и деньги, и сверхмотивированные люди. И тогда не верилось, и сейчас тем более нельзя поверить, что муниципальные выборы в органы без полномочий, что борьба за единственное место в Мосгордуме или Госдуме могут вызвать такой прилив деятельного энтузиазма. Какое дело парню из Барнаула до того, кто станет депутатом Мосгордумы? А оказывается, что есть дело, есть желание повлиять. Иногда это получалось, порой мы выигрывали, что было полным восторгом. Юлия Латынина вела с отрывом самую популярную авторскую передачу на самом главном общественно-политическом столичном радио. Мало того, что она вещала на миллионы, но с точки зрения людей, которые принимают решения, которые сами пишут методички, которым неинтересно слушать пересказ их слов от Соловьева и Киселева, она вообще один из главных голосов страны. Нифига себе влияние. Михаил Светов занимался популяризацией либертарианства, развивал собственную, пусть и не зарегистрированную партию, читал лекции, без конца дебатировал, участвовал во всех политических движухах, до которых мог дотянуться. Оказавшись в эмиграции, активные люди, привыкшие к действию и к влиянию, попали в противоестественное и до предела дискомфортное положение. Не только потому, что с деньгами проблема, с легализацией, с привычкой к новым условиям, хотя и это важно. Но главное, потому что они больше не могут ничего делать, не могут влиять, могут только быть пассивными наблюдателями. Они смотрят на натуральный апокалипсис, где каждые 2 недели посмертный список медиазоны растет на 2-3 тысячи новых некрологов, где российская ракета прилетает в детский сад, где каждый день из людей наружу вылезает худшая сторона их природы и происходит невообразимые зверства. И это все безо всякой настоящей причины, просто потому что старику скучно. И ты не то что не можешь происходящему помешать, ты даже в Россию не можешь приехать. Ты привык влиять на будущее страны, по крайней мере стараться, по крайней мере участвовать. А сейчас ты даже не в полной мере хозяин собственной жизни. Любой политизированный человек, даже если он не видит себя ни в каких списках, даже если нет уголовного дела ни на него, ни на знакомых, даже если он не причастен ни к какой экстремистской организации, такой человек вполне справедливо полагает, все перечисленное не дает ему никаких гарантий. Что если он попадет к кому-то на карандаш и начнут копать твиты, посты, фоточки, донаты, переписки, то уголовное дело легко сошьют. И главное, нет способа об этом узнать до будки погранконтроля. Ты не то что лишен возможности пойти на выборы с антивоенной программой или на митинг. Ты лишен возможности, не дай бог случись, что дома, с родителями, у кого они остались в России, даже просто приехать. Даже если ты в эмиграции страшно преуспел в профессии, финансах, прежнюю жизнь-то все равно забрали, помимо твоей воли. Из понятного эмоционально на совершенно тщетного желания ту жизнь вернуть и растет феномен базовичков. Путин – это стихийное бедствие, это цунами, на него повлиять нельзя. Надо пробовать влиять на тех, на кого можно. Украину, либералов, Евросоюз, выдуманных леваков. На кого угодно, от кого есть шанс получить хотя бы реплай в Твиттере. Дайте ему что-нибудь, как-нибудь его задобрите. Сделайте так, чтобы он вернул мне мою жизнь. Заодно с этим происходит рационализация зла. Человечеству с момента обретения разума невыносима мысль, что беда хаотична. Во всем должен быть смысл. На все должна быть возможность повлиять. Если засуха, значит не принесли в жертву девственницу. Если снова засуха, значит надо было больше девственниц, или красивее, или моложе, хоть как. Гораздо проще поверить, что это мы чего-то там делаем не так, неверно задабриваем неправильного бога, чем в то, что 2/3 деревни от голода вымерли просто так. Отнюдь не потому, что боги, движимые какой-то рациональной логикой, прогневались. Здесь то же самое. Садится в кресло американского президента новый шаман, не похожий на предыдущего совершенно, с совсем другими плясками. Это вызывает огромный прилив оптимизма.
Всякий раз, когда этот шаман выходит и говорит: «Я все порешал, через 2 недели будет дождь», прилив оптимизма каждый раз как в первый. Очень хочется думать, что Путин действительно чего-то хочет, что его действия можно как-то рационализировать. Когда-то была популярная идея, что он, мол, к финансовой выгоде стремится, что ему нужны шахты, заводы, поля. Но ввиду нелепости и несоразмерности расходов она отмерла. Теперь оказывается, что не так уж он был неправ относительно расширения НАТО на восток. Не надо было этого делать, мол. И русскоязычных людей, оказывается, действительно обижали в Украине. И вообще, независимость Украины – это проект глобалистов из USAID по развалу России. А война – проект партии Бжезинского, нужный, мол, чтобы стравить между собой единый метанарод русских и украинцев, стереть их друг об друга. Слышали такое? Можно издеваться над этими идеями, будто бы без редактуры взятыми из выпусков Бесогон ТВ. Но можно увидеть и то, что их объясняет – перенос ответственности. Спикеры обращаются к тем, кто может их услышать. Мы точно знаем, что Путин хочет предотвратить расширение НАТО, остановить наступление трансгендеров, защитить русский народ, построить империю. Дайте ему сделать то, что он хочет, и смерти прекратятся. А мы перестанем пребывать в ненормальном состоянии, вернемся домой, и все будет как прежде. В этой логике Украина, конечно же, враг, ведь она мешает всему вернуться в норму, стихийному бедствию успокоиться и всем поехать домой. Опираясь на эту очень наивную концепцию, люди стараются ловить любые сигналы о том, что они верно угадали логику зла. Даже когда у зла нет логики, даже когда сигналы на самом деле слухи, докрученные фантазией. Сегодняшний наш разговор совсем не о том, что над людьми, которые сломались и, потеряв почву под ногами, впали в мистическое мышление, нужно смеяться или как-то порицать, а о том, что путь базовичка действительно скорее базовый для активного человека, очень привлекательный и комфортный, ведь можно спрятаться в мире, где есть логика, а значит, есть путь домой, просто нужно логику сперва верно разгадать. И следует тут не пальцем на кого-то показывать, но на чужих примерах понять, как это работает, и самому не скатиться в очень комфортное, но все же безумие. Не надо рационализировать зло, даже если очень хочется его уговорить. До завтра.